Сейчас мы встречаемся с Димой, мой знакомый риэлтор здесь, и пойдем смотреть какой-то невероятно крутой дом. Первый дом Заки Хадид около Highline парка. Говорят, там какие-то фантастические квартиры по 15 миллионов долларов, и я буду притворяться арендатором, у кого есть 20-очка в месяц, чтобы арендовать там маленькую студию. Но перед тем, как мы пойдем смотреть квартиру, нужно выпить кофе. Идем в старую добрую синюю бутылку, где это лучшая сетевая американская кофейня. Синяя бутылка куплена. Запомните этот логотип. Это лучшая сетевая кофейня в Нью-Йорке, ну и в других городах Америки, в Сан-Франциско, в Хьюстоне даже, по-моему. Ну, много есть в Вашингтоне. Так, и мы сейчас с вами взойдем на Highline. Highline парк, напоминаю, это одно из лучших общественных пространств в Нью-Йорке. И во многом с Highline парка началось преобразование, такие кардинальные реформы в облике Нью-Йорка в сторону общественных пространств, нового урбанизма. Highline — это одно из самых, наверное, знаменитых в мире общественных пространств. Его делали именно те ребята, которые проектировали парк Зарядье. Вот Зарядье — это от тех же архитекторов, что сделали Highline парк. Я, по-моему, уже про него рассказывал, но если вдруг не рассказывал, то раньше здесь была железнодорожная эстакада, были рельсы, она шла вот через Манхэттен. Рельсы, видите, до сих пор остались. Вот он, дом, который нам нужен. Это первое здание Заки Хадид. Вот оно, здание невероятной красоты. Мы сейчас пойдем внутрь, пойдем смотреть квартиры. И это такая общая зона. В каждой квартире есть свой балкон или терраса. А на пентхаусах они вообще огромные. Сколько зданий Заки Хадид не видел, и у всех всегда проблемы с этими форумами, и 90% случаев лепят какое-то говно, особенно китайцы. Когда китайцы начали делать эти здания, у них все эти стыки, там все криво, все отваливается, они как-то там пытаются с чем-то заделать. Просто как это сделать, как это все сделать. Ну, как это все стыкуется, да, что это ж, ну, очень, очень сложно, учитывая то, что все эти индивидуальные изделия, и вот, а тут, ну, есть косяки, да, то есть, видишь, вот там, но выглядит здорово, как они это сделали. То есть это получается как общая гостиная, да? Ну, как бы это просто вот сюда можно прийти, если поссорился с женой, или жену выгнать сюда. Ну так, ну бедненько, на самом деле. Выдержано. Здесь квартира от 5 миллионов до 50 миллионов. Очень круто по качеству отделки, то, что они сделали. А сдают, это кто-то купил ее и сдает? Купил, да, все квартиры как бы на продаже. Кто-то купил себе, ну и пока не живет, поэтому сдает. То есть сами они, ну, сам застройщик не сдает, да? Нет, сам застройщик не отдает. Ну, ты считаешь, они их быстро продадут? Нет, они продают. Они сколько уже продают? Они продают 2 года. То есть здесь будет сидеть чувак и... Ну, после бассейна. Да, после бассейна будете сок наливать. Слушай, да, конечно, интерьеры крутые. Слушай, это элемент дизайна или это так прямо надо писать по правилам? Я не знаю, где написано. Соленая вода? Вот так вот. Тут холодная ванна, горячая ванна и как турецкая сауна. Обычная и сауна турецкая. Ну, такой минимальный набор душек. Да. У них здесь IMAX есть? Да, в доме. На 30 квартир? 39. То есть можно кино смотреть? Да, они договариваются сейчас, чтобы получить лицензии, показывать здесь фильмы, которые идут в кинотеатре. И вообще не нужно идти в кинотеатр, ты приходишь сюда и смотришь то, что там сейчас идет. Вот так вот. Видите, друзья, в доме кинотеатр. IMAX. Единственный дом в Нью-Йорке, да? Да. Даже лифт. Похоже,
марбл и металл. Квартира. Through this over here. Yeah. Две спальни. А квартира уже с отделкой. Да, ну вот как бы вот так, так продаются. Это сколько стоит вот эта квартира? 20 тысяч в месяц. 20 тысяч это без налогов. Нет, 20, нет. Ты имеешь в виду купить? Нет, не купить, если вот эту арендовать. 20 тысяч в месяц. Ты не платишь налоги, ничего ты не платишь. То есть я просто плачу 20 тысяч в месяц? Да. Платить налоги, платить дом и так далее, это все. Все, и снимаю. А если купить? Они от 5 миллионов начинают. 4 тысячи долларов в месяц. 4 тысячи. И еще за обслуживание, еще же мейнтенс, примерно да, 4 вот тысячи. И за обслуживание примерно 4 тысячи. То есть мало того, что ты купил за 5 миллионов, ты еще 8 каждый 8 месяц тысяч. платишь налоги и обслуживание, и, ну, как бы налоги, коммуналку 8 тысяч долларов в месяц за квартиру. Охуеть. This over here, everything over here is going to be green. So Related actually bought. Так, тут будет прекрасный сад когда-нибудь. Значит, да, здесь будет какое-то офигенное благоустройство, все благоустроит, какая-то галерея, да, или что? Одноэтажная, небольшая, остальное все, да, будет красивый сад. Да, слушайте, конечно, вот качество отделки просто невероятно. Никаких плинтусов, кстати, нету, стены белые, все покрашено, мебель вся встроенная. Это, конечно, выглядит очень круто. Тут вот такая вот кухня. Это мрамор, хорошая бытовая техника. Все встроено, вытяжка. И, конечно, все это сделано очень круто. При том, что это по индивидуальному заказу. Здесь даже элементы интерьера, они повторяют архитектуру здания. Вот эта кухня стоит 250 тысяч долларов. Как квартира в Москве. Даже не кухня. Ну, да не может быть. Вот этот остров? Да. Остров стоит 250 тысяч долларов? Офигеть. Духовка. Еще духовка. You have two of them. Две духовки, холодильник. Diagonal fridge. Винный шкаф, вот, винный шкаф. Что самое главное? Угу. Посудомойка. Постирочная с какими-то космическими стиральными и сушильными машинами. Это главная спальня. Слушай, она большая. А сколько метров здесь получается? 240 метров. Это главная спальня. А тут везде сенсор. Окно отъезжает. Хитрый механизм по открытию окна. В общем, все умное, все автоматическое. I'm still trying to figure out. Блин, смотри, какая классная штука. Это гардеробная. But not. И еще один шкаф. Еще один шкаф. Ты нажимаешь, все видно, еще нажимаешь, не видно. Кстати, такие ванны я ненавижу. Как в этой ванной мыться нормально? Yeah, so this would be the second bedroom. Вот такая вот раковина. Смотрите, унитаз. Вообще, сколько интересно это стекло стоит, если его разбить. Мне просто кажется, учитывая, что все стекла, они же индивидуальные, а здесь же кривые эти окна, я думаю, такое стекло, оно будет тоже тебе стоить $250 000 долларов. В каждой спальне шкаф. То есть мебель и вот эта вот встроенная и кухня, она проектировалась архитектором. Прям как в старые добрые времена, когда архитектор делал не только здания, он делал все интерьеры и делал мебель. То есть видишь, это огромное 200 метров, огромная гостиная получается. Ну, в принципе, спальня тоже есть. И вот такая вот дверь. Так, а как же поставить такую нормальную металлическую дверь? Даже указатель квартиры индивидуального дизайна. И в конце нам запретили снимать. Задумалось как уникальное здание и по дизайну, и по, то есть как бы Заходит участвовала и делала дизайн и внешнего облика, и внутри квартиры, и общие помещения, и холлы, и все-все-все. То есть как бы такой очень масштабный проект. При этом квартир здесь всего 39 на такое здание, то есть это такой как клуб закрытый делался. Вот. Но это как бы отразилось все и на цене квартиры, и на ежемесячных платежах, которые нужно платить. Там, мы слышали, там даже за самую маленькую квартиру, которую мы смотрели, это самая маленькая квартира в доме, нужно платить 4000 в месяц
месяц налог и 4000 в месяц за платежи дому, за все услуги. Продажи идут не очень бойко, цены очень высокие. То есть средняя цена квартиры 10 миллионов, пентхаус 50 миллионов, а самая дешевая квартира, которую мы смотрели, она на продажу бы стоила 5 миллионов. То есть все очень и очень недешево, и в пересчете на квадратный метр это выходит 75 тысяч за квадратный метр.